Привет, друзья, с вами Лада. В этом видео покажу основные моменты плетения вот такой фруктовницы из газетных или бумажных трубочек. Ее я плела на заказ, поэтому у меня не было цели снять полноценный мастер-класс, но мне кажется, что те моменты, которые я показываю в этом видео, достаточно понятны, и по ним тоже можно повторить и сплести подобную вещь. Для этой фруктовницы я подготовила две партии трубочек, темный шоколад и беж. В описании под видео я подробно написала, как красила эти трубочки, заглядывайте в описание. Ну а сейчас я показываю моменты плетения круглого дна для этой фруктовницы. Для основания дна я взяла 12 коричневых трубочек, выложила их крест-накрест 6 на 6 и начинаю плетать эту конструкцию бежевыми трубочками. Здесь очень важно, что плетение круглого дна у меня идет не по спирали, как я обычно делаю, а с закрытием каждого ряда. На эту тему я снимала отдельное видео, ссылку обязательно оставляю в описании и справа вверху в подсказках. После того, как я проплела два ряда, оплетая группы по 6 трубочек, я на третьем ряду уже эти группы трубочек разъединяю по 2 и оплетаю по 2 стойки. И таким образом я плету бежевыми трубочками еще 4 ряда. В общей сложности у меня проплетено 6 рядов бежевыми трубочками. И на седьмом ряду я меняю цвет трубочек на другой и уже плету коричневыми трубочками. Обратите внимание, еще раз повторяю, что я не плету по спирали, это круглое дно, а закрываю каждый ряд. Коричневыми трубочками я проплела 2 ряда по 2 стойки оплетая, и сейчас на третьем ряду я разъединяю двойные стойки и оплетаю уже по одной стойке. Здесь очень важно начать разъединение стоек именно у начала ряда. Таким образом вы не только закрываете ряд, но и начинаете следующий ряд, разъединяя стойки. Этот момент очень важен, и здесь, конечно, вам нужно за начальной стойкой следить. Вы можете ее пометить, чтобы не запутаться, булавочкой или какой-нибудь ленточкой, резиночкой. Тогда вы точно будете знать, откуда у вас начинается ряд. И всего на этом этапе я проплела коричневыми трубочками 6 рядов. А потом я снова поменяла цвет трубочек на бежевый и проплела бежевыми трубочками 4 ряда. Получается, что всего в круглом дне я проплела 16 рядов. И сейчас я заканчиваю плетение, закрываю ряд и рабочие трубочки отвожу назад за стойки на изнаночную сторону, а уже с изнаночной стороны я их прячу внутрь к стойкам. Круглое дно получилось у меня диаметром 16 сантиметров. В этом кадре я показываю, что я начала плести веревочку из 3 трубочек. Это первый ряд в плетении стенок фруктовницы, и трубочки я подставляла в этом случае, то есть потом я обрежу кончики и приклею. А здесь у меня проплетен ряд, и стойки приподнимаются где-то на 35-40 градусов вверх. Я проплела у основания 2 ряда веревочкой в 3 трубочки, соответственно, я делала незаметные переходы на следующий ряд, чтобы у нас предыдущие ряды закрывались полностью, узор сохранялся. Эти моменты здесь я не показала, но их показываю очень подробно в отдельном своем видео, которое уже есть на канале. Ссылку обязательно оставляю в описании и вверху видео в подсказках. Далее, после проплетения 2 рядов веревочкой в 3 трубочки, я вставляю дополнительные стойки к уже имеющимся, но другого цвета. Вот такая картина получается. И сейчас от веревочки в 3 трубочки я перехожу на плетение простым ситцем одной трубочкой. Ну, тут получается у меня не одной трубочкой, а 2 вдогонку, потому что здесь количество стоек у меня четное, поэтому одной трубочкой здесь ситцем не получится проплести. Тем не менее, здесь я не показываю моменты перехода от веревочки в 3 трубочки, опять же, к плетению ситца, но эти моменты я показываю в отдельном своем видео, ссылку оставляю в описании, заглядывайте туда, и вверху видео в подсказках. Но здесь я показываю уже непосредственно плетение ситцем, плетение фруктовницы, это основная ее часть. Пока я плету одним цветом, коричневыми трубочками, но потом я буду постепенно вводить бежевые трубочки. Мне захотелось показать небольшой такой градиент, что-то вроде этого. Здесь, конечно, я слежу за стойками, потому что здесь у меня форма такого небольшого ушатика, а он расширяется кверху, и, соответственно, я за этой формой очень хорошенько слежу. Здесь в этих кадрах я специально решила не ускорять сильно, для того, чтобы вы увидели, как у меня располагаются руки и как у меня сами руки контролируют процесс плетения без формы. Без формы мне даже проще плести эти изделия. Соответственно, здесь я правой рукой плету, левой рукой я контролирую стойку и
оставляю ее в том положении, в котором она должна быть. И, соответственно, трубочка сама ложится уже как надо. Многие меня спрашивают как раз о том, как я плету без формы, вообще сложно ли это. Но поначалу было сложно плести без формы, а потом как-то научилась, и сейчас мне проще выдержать форму самого изделия без формы, так скажем. Это все практика. Практика, тренировка, долгая практика. У кого-то получается это быстрее, у кого-то медленнее, но если вы поставите себе цель и будете двигаться к ней, то обязательно достигнете хороших результатов.
А в этом кадре я уже показываю практически конец плетения фруктовницы. Здесь я уже давно ввела бежевые трубочки, бежевыми трубочками плела, получается, двумя трубочками вдогонку простой ситец. Но в принципе, я этот процесс не стала показывать на камеру, потому что заказ есть заказ, хочется все очень аккуратно сделать и не отвлекаться на какие-то технические моменты. Поэтому вот как-то так получилось, но я надеюсь, что принцип плетения в этой фруктовнице понятен. И сейчас, как только меня высота уже сама устроила, я ввожу третью трубочку. Здесь получается, что две трубочки от ситца у меня идут друг за дружку за стойками, и я ввожу за третью стойку третью трубочку и плету веревочкой в 3 трубочки. Здесь обратите внимание, что все трубочки новые, которые я ввожу, я их подставляю. Ну, последнее время я делаю именно так. Делаю я это для того, чтобы потом их обрезать, кончики обрезать и с изнаночной стороны очень аккуратно приклеить. Мне этот вариант кажется более аккуратным. И здесь то же самое, то есть ту трубочку из веревочки в 3 трубочки я просто подвела, и потом я ее незаметно, даже не приклею, а просто уберу в само плетение. Конец плетения веревочки в 3 трубочки. Здесь я остановилась у той стойки, от которой идет первая рабочая трубочка в этом узоре, и, соответственно, я закрываю плетеный ряд, закрываю веревочку в 3 трубочки, и посмотрите, как я убираю эти рабочие трубочки. То есть я их убираю внутрь, в плетение к стойкам. Вот так у нас ряд закрылся, прям идеально. Ну а в этом кадре я показываю, что я делаю с тем концом от трубочки, которую я подставляла для плетения веревочки в 3 трубочки. В общем, тут я, конечно, намудрила, но зато все чики-пики, ничего не видно. Здесь я трубочку наращиваю на другую, вы видите, и получается, прячу этот конец за предыдущую стойку. Вот именно так, как на видео. Да, кому-то жалко будет эту трубочку, но мне не жалко. Заказ есть заказ. Для меня главное четкость и аккуратность, поэтому я лучше на одну трубочку лишнюю перекручу и сделаю все идеально, чем буду мудрить с клеем, приклеивать, тем более в таком месте это все будет очень заметно выглядеть. А вот так все отлично. Ну и сейчас я подошла к моменту плетения загибки, и, конечно, я обрезаю лишние трубочки стойки. Ну, получается, что я обрезаю из пары коричневую трубочку, а бежевую оставляю. Загибку я решила сделать здесь простую. Каждую трубочку-стойку я завожу за следующую. Вот у нас такой вид получается. Ну и следующий этап в плетении этой загибки: я каждый конец трубочки, который торчит, обрезаю и прячу в место следующей стойки. Корзина практически готова, но здесь задумывались ручки, и сейчас я ими вплотную займусь. В ручках у меня будет проволока, в трубочку отдельную я вставила проволоку, и вот таким образом, как на видео, ее закрепила. Далее я добавила еще 3 трубочки, уже без проволоки, без лески, простые трубочки, и закрепила их таким образом, как и трубочку с проволокой, как на видео. Малярным скотчем закрепила всю эту конструкцию ручки, и беру дополнительную трубочку, вставляю ее внутрь ручки таким образом, как на видео, начинаю ей обматывать эту конструкцию. Конечно, по ходу дела я наращиваю саму трубочку, наращиваю так, чтобы было не очень сильно заметно, но надо постараться. И когда я уже эту всю конструкцию обмотала трубочкой, я заканчиваю трубочку, конец трубочки прячу в замочек ручки, все обрезаю лишнее, и ручка готова. Точно такую же вторую делаю и на другой стороне фруктовницы, конечно же, симметрично. Вот такая фруктовница получилась, достаточно вместительная. На выходе я ее покрыла лаком в 3 слоя, и она теперь прочная и не боится никакой влаги. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось и в какой-либо его части оказалось для вас полезным. Буду этому только рада. Обязательно ставьте лайки, делитесь видео с друзьями в соцсетях и подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Ну а я вам желаю легкого плетения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение о видео, мне это очень важно и ценно. И благодарю вас за поддержку. Всем пока-пока!